Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие митинги. Вяжутся они очень просто. Желаю всем приятного просмотра. И после вязания балаклавы у меня осталось немного пряжи. Это как раз хватит на митинги. Для того, чтобы начать вязать, нам опять же вот здесь нужно посередине обрезать петлю, чтобы у нас получился вот такой кончик. Далее мы кладем руку вот таким образом на петли и оборачиваем нашей пряжей. Теперь подсчитываем, сколько у нас петель соответствует нашему обхвату руки. У меня это 11 петель. Теперь отсчитываем 11 петель от кончика. Кончик у нас находится с левой стороны. Между 11 и 12 петлей ставлю маркер. Далее приступаю к первому ряду. Для этого берем 11 петлю и в нее вводим петлю от мотка. Далее берем следующую петельку и вводим ее в 10 петлю. Следующую петлю вводим в 9 петельку нашего первого ряда. И таким образом продолжаю до конца. Первый ряд завершили, поправляем все петли. И теперь нам вязание нужно развернуть на изнаночную сторону, вот таким образом. Соединяем конец и начало вязания таким образом, чтобы у нас маркер оказался теперь с левой стороны, а нить от начала вязания с правой. И на место маркера теперь вставляем нашу ниточку. Вот таким образом мы теперь соединили вязание. Далее мы закрепим нить уже на изнаночной стороне. Теперь нам нужно провязать еще 2 ряда просто по кругу. Вот этот маркер у нас будет обозначать начало ряда. Первый ряд мы с вами провязали. Продолжаю так, пока не свяжу 3. Три ряда полностью готовы. И теперь для того, чтобы сделать отверстие для пальца, мы закрываем одну петлю. Закрытие происходит следующим образом. Вот наша первая петля ряда. Мы из нее вытягиваем следующую петлю. Таким образом мы одну петельку закрыли. Если вам кажется, что закрытие одной петли для пальца это мало, то можно закрыть 2. Но я вместо этого оставлю вот здесь сверху 2 петли. Берем поэтому вот эту третью и вводим ее вот в эту петельку, во вторую петлю ряда. И таким образом у нас получается вот такое отверстие. Одну петлю мы закрыли, вместо нее у нас теперь здесь 2 петли. И далее вяжем по кругу до конца ряда. И провязала ряд. Теперь нам остается провязать еще 3 ряда до закрытия петель. Далее продолжаю вязать просто по кругу. Вот наши петельки, которые мы оставляли, их провязываю. Таким образом у нас теперь получается в ряду не 11 петель, а 12. Провязали, и всего у нас должно получиться 7 рядов. Теперь мы начинаем закрытие петель. Начинаем вот с этой последней петли ряда. В нее я ввожу первую петлю ряда. Далее через эту петлю провожу следующую. И вот таким образом закрываю все петли. Оставляем вот эту петельку. Теперь нам понадобятся ножницы. У вот этой петли обрезаем вот здесь серединку и у следующей. И теперь обрезаем нить. Вот эту нить вводим в последнюю петлю. И теперь выводим нить на изнаночную сторону. Далее можно воспользоваться крючком или иголкой с большим ушком, или же просто сделать узелок руками. Подхватываю вот здесь нить на изнаночной стороне. Теперь вытягиваю нашу рабочую нить и через получившуюся петлю
вытягиваю ниточку. Таким образом делаю узелок. Далее нить можно спрятать вот здесь, в этой косичке. И после чего нить обрезаем. То же самое нужно сделать с нитью от начала вязания. Ну а на этом сегодня все. Вот такие мягкие митинги у нас с вами получились. Вяжутся они очень просто, поэтому обязательно попробуйте. И не забудьте поддержать видео лайком и комментарием. Всем до скорых встреч!